5 сентября 2025 года. Всем привет из Одессы. И как вы видите, в Одессе курортный сезон продолжается, несмотря на то, что осень. Всем привет из уже осенней Одессы. Хотя, знаете, я всего пару минут на пляже, и никогда не скажешь, что осень уже в разгаре. Видимо, сейчас на пляжах Одессы собираются любители бархатного сезона. Сейчас пойдем с вами потрогаем, какая водичка, теплая или холодная. Смотрите, сколько людей сегодня купается в море. Видимо, вода потеплела, но есть один минус. Здесь на 16-й фонтана сегодня на половине пляжа вот такие зеленые и не очень приятные водоросли. Посмотрите, какие они интересные. Класс, такая морская капуста вперемешку с вот такими водорослями. Видно, их только привило, потому что у них еще нет неприятного запаха. Смотрите, они как пленочка. Вон люди с кругами, с матрасами, класс. Лето не заканчивается. Очень теплая вода, вода потеплела. Вчера писали в Черном море вода 23 градуса. Но вы знаете, мне кажется, что есть даже 25. Вода действительно теплая. Сегодня не очень ветрено, но тем не менее море штормит. Прям очень приятно идти по водичке, она не холодная. Класс. Вы видите? Горячая сахарная кукуруза. Извините, а почем кукуруза? Кукурузка по 60 гривен. Спасибо большое. Вот, кукурузка сейчас по 60 гривен, а в начале сезона была по 100. Пятница. Я думала, людей будет поменьше. Все-таки осень, пятница. Но видите, я немного ошиблась. Несмотря на то, что сейчас обед, даже не вечер, все равно людей много. Мы приехали с вами на 16-ю станцию Большого фонтана. Сегодня пойдем совершенно в другую сторону. Здесь поменьше людей будет, но по-своему интересно. Чисто одесское меню. Людей в кафе мало, наверное, уже за лето все потратили свои сбережения на отдых. Наступила осень. Уже желающих посидеть в кафе и ресторанах поменьше. Так, посмотрим, что нам предлагают. Местная кафешка. Еда Стамбула, даже балик экмек, скумбрия в булке или в лаваше. Такое интересное блюдо. Так, имбирная настойка, как видите, пользуется популярностью, потому что уже осталось мало. А вот бутылек не тронут. Посмотрите, какой аппетитный шашлычок. Боже, какая красота. А вот здесь все на месте, прям на мангальчике готовят. Смотрите, какая вкуснотища. Боже, вы даже не представляете, как здесь приятно пахнет. Вот мангал меню, шашлык, ребра, люля-кебаб, сулугуни, мясо. Да. Посмотрите, какой ассортимент здесь на барной стойке настоек. И малиновая, и клубничная, и лимонная, и колган, персик, клюква, лайм. Боже, глаза разбегаются. Даже, смотрите, мандариновая настойка, и там внутри плавают мандарины. Класс. Дыня. Вот дыню я точно еще не видела. Смотрите, дынная настойка. Класс. 40 гривен или 50 гривен за 40 грамм. Вроде бы как-то так. А вот здесь, кстати, хороший кусок городского пляжа. Видите, здесь даже поменьше людей, потому что просто люди не знают, что он здесь существует. И вот еще маленький кусочек бесплатного городского пляжа. Только так можно увидеть что-то в телефоне. Это сейчас в Одесской области с каждой неделей все больше начинает бушевать коронавирус. Новости не радуют. Вчера пришла во всех пабликах новостных то, что говорят о том, что в Украине может быть в этом году зима гораздо сложнее, чем прошлое, что могут быть проблемы с отоплением, с электроэнергией, потому что по Украине могут быть серьезные удары, и предупреждают уже заранее о том, что желательно всем уезжать либо за город, либо, возможно, даже в какую-то другую страну, потому что зима будет тяжелой, и кто к этому не готов,
тот будет сложно это все переносить. Не знаю, в прошлом году тоже говорили, что у нас будет тяжелая зима, но как-то относительно легко мы ее пережили. Да, были обстрелы, но, к счастью, в домах было отопление и практически все время была электроэнергия. Что в этом году будет, не знаю, но, как вы видите, люди в Украине не унывают. Все стараются по максимуму набраться витамина D, накупаться в море, загораться на пляжах, поесть вкусной черноморской рыбы. Жизнь не заканчивается, и несмотря на все трудности, люди ко всему привыкают. Здесь кто-то доставил буйки. Не знаю, либо кому-то мешали, либо их специально достали, не знаю для чего. Вот так выглядят буйки. И они совсем легкие. Обожаю стоять на пирсе. Здесь какая-то особая атмосфера. Такое чувство, что ты где-то в открытом море стоишь на корабле. Невероятное ощущение. Еще немного ветер. Даже не верится, что лето уже закончилось. Сейчас вам покажу, из чего построено большинство домов в Одессе. Здесь скала. Знаете, местная экзотика. Мне кажется, это очень и очень интересно. Посмотрите. Из этого добывали ракушечник и строили дома в Одессе. Может, не точно из такого, но в принципе это порода. В США есть такой штат Аризона. И в Аризоне есть известное место каньон Антилопы. Сама бы там очень хотела когда-то побывать. И знаете, почему-то, когда я посмотрела на эту скалу, я вспомнила об этом каньоне. Что-то где-то далеко есть похожее. Уверена, что это локация для многих фотосессий. Я же не хочу подходить, дабы ничего не свалилось на голову. Но посмотрите, какие цвета. Вообще наш мир уникален, только люди, к сожалению, не научились его ценить. Так, я поняла, здесь излюбленное место людей, которые любят шашлык и жарить что-то на мангале, потому что везде, видите, следы того, что здесь что-то жарили на мангале. Жарко сегодня, градусник показывает 26 градусов. Не градусник, а телефон показывает 26 градусов, но по ощущениям 30. Ну что, спускаемся обратно к морю. О, кто-то здесь в тени себе примостил шезлонг. Есть главный плюс начала сезона и конца сезона в Одессе. Это то, что цены становятся ниже. И это, конечно, не может не радовать каждого. Шезлонг был точно по 400 гривен, но, как видите, уже по 300 гривен. Юрий, я знаю, вы очень хотели увидеть 16-ю фонтана, поэтому вот Лев с 16-й фонтана передает вам огромнейший привет. И мы, даже исходя из комментариев, заметили, что многие осуждают украинцев, одесситов за то, что люди во время войны отдыхают. Ну, на самом деле этого делать не нужно, потому что мы свое переживаем, у нас постоянные стрессы, и действительно в Украине за последние годы из-за войны жизнь стала очень сложной. Что это за красавица? Здесь сидит, делает отличную рекламу киоску. Какая прелесть. Кошечка ты, такая милая, класс. Не очень общительная. Знаете, сейчас жизнь в Украине насколько непредсказуема. Ты пытаешься действительно проживать эту жизнь, ходить на пляже, ходить куда-то отдыхать. Никто из нас не знает, что будет с нашим городом. Все мы, конечно, верим в лучшее, в то, что будет все хорошо, все останется целым. Но как будет на самом деле, никто не знает. Здравствуйте! Здравствуйте! Это наши зрители. Здесь мы с вами увиделись. Давно мы не общались. Всегда очень приятно встречать наших зрителей. Мы последний раз увиделись 1 апреля. Я помню, в апреле. Да, на Юморине. Да. Конечно. Мы хотим передать привет нашим приятелям, с которыми мы познакомились недавно.
Это Володя и Наташа. Мы так хорошо подружились. И все дневные наши похождения к морю мы вместе. Поэтому Класс. уже компания, уже интересно. Класс, круто, спасибо большое. Привет вам. А вот был еще День города у нас 2 сентября. Что бы вы пожелали одесситам? А действительно, как всегда, мира, юмора, здоровья. Всем здоровья. Спасибо И большое. долгих-долгих лет жизни. Спасибо, нам очень приятно. Видите, свою деятельность здесь никто не сворачивает. Все еще работают, и круги продают, и кукурузу продают. Еще сезон продолжается. Вроде бы как официально лето уже закончилось, но на самом деле на пляжах Одессы еще очень много людей. В этом году лето в Одессе началось с ежедневных обстрелов, и многие боялись ехать в Одессу на отдых, боялись за себя, за своих детей, за своих близких, но кто-то рисковал и все-таки приезжал, и получалось даже у людей очень неплохо отдохнуть. Вы знаете, хочу пожелать всем нам, украинцам, чтобы в следующем году наконец-то у нас не было взрывов, наконец-то не было обстрелов, чтобы мы все вернулись к нормальной жизни, и сезон 2026 года был спокойный. И каждый из нас, чтобы отдыхал на пляже и не переживал, что в любой момент может быть воздушная тревога и будут какие-то взрывы. Очень хочется верить, что наконец-то у нас будет все спокойно. Так, здесь все, как и было летом. Варится горячая кукурузка. Свежайшая, посмотрите. Ничего не останавливается. Наверное, так еще будет до ноября. Так, рыба, пиво. Все, домашнее вино. Орхидея. Боже, я сегодня удивлена, какие сорта вин и наливок есть. Вот кукурузка уже в почищенном виде. Посмотрите, какая. А вот так люди возвращаются с пляжа по узеньким улочкам. Как это, наверное, это относится к Золотому берегу тоже. Красота. Солнце шмалит, конечно, невозможно идти. Ой, бельишко везде висит. Значит, люди отдыхают. Ну что, я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Несмотря на плохие новости, не унывать. И по возможности как можно больше гулять по свежему воздуху, по солнышку. Но еще лучше, если у вас есть возможность, приезжайте на бархатный сезон в Одессу. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.